Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня будет интересный ролик. Я вам желаю всем приятного просмотра. Досмотрите ролик обязательно до конца. А я буду начинать. Поехали! Ну а сегодня поработаем вот с такой вот старенькой мясорубкой. Это, конечно, такая вещь, которая была, наверное, в каждой семье, наверное, еще во многих до сих пор работает и служит. Все сделано было по ГОСТу, цена у нее 5,20. Я думаю, она, наверное, старше, ну или ровесник меня. Сейчас сделаем с нее самоделочку. Я думаю, многим она может пригодиться и прийтись по душе. Идея не новая, но все-таки я покажу со своей стороны. Ручку, конечно, мы сразу уберем, она нам здесь уже будет не нужна. Сейчас мы отрежем таким вот образом, чтобы избавиться немножечко от веса. Сейчас шлифанем. В руку кладется очень хорошо и удобно держать. Все-таки какое-то покрытие, не знаю, что это такое. Друзья, я думал, что это краска, ну, как бы предполагал. Но это, я думаю, что это не краска, а какое-то покрытие. Кто если знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так что, раз это металл, я думал, что это алюминий, дюралий какой-то, да, я его выкину просто-напросто на цвет мед. А так, может, для какой-нибудь следующей идеи, для какой-то самоделки может пригодиться. Потому что можно привариться и так далее. Я не думаю, что это же чугун. Ну а теперь разбираем саму внутреннюю часть. Она мне досталась, ну подарили мне, тещенька любимая, отдала за ненадобность. Но здесь уже нету самого резца, самого ножа, но нам по большому счету не нужен. Хотел оставить родную сеточку, вот эту проставку, но здесь начал сверлить, и здесь очень твердый металл. У меня сверлышка хорошего нету под рукой. Нашел вот как композитный материал, алюмопласт, правильно, или как он называется. Сейчас из него отрежем, вырежем такую проставочку. Данный материал хорошо обрабатывается, можно резать болгаркой, можно лобзиком. Ну, у меня что под рукой, тем я и режу, то есть болгаркой. Обрабатывать буду на гриндере, но глупо не использовать, если он у меня есть. Сейчас сделаю пропил. И делаю по центру отверстие на 8. И сделаем просто визуально 4, ну, практически одинаковых отверстия также на 8. Теперь взял пластиковую бутылку и отрежу от нее сейчас часть. Надеваем на бутылку. Ну, я думаю, все термоусадочные свойства в бутылке все знают, и рассказывать об этом не нужно. Берем строительный фен и греем. Тем самым увеличили объем нашего изделия. Пластик сидит очень плотно, но я думаю, можно было бы там резиновое колечко одеть, чтобы не протекал. Но я думаю, ничего страшного, даже если протекать будет. Теперь собираем нашу конструкцию полностью. Почему я именно сделал вот такое? То есть сама вот наша треугольника должна быть на валу, то есть отцентрована. Если не будет отцентрована, так она хорошо крутится, а если не будет, то она будет болтаться. Еще остался один момент. Нам нужно вкрутить сюда вот винт. Здесь 8. Сейчас до упора закручиваем его и затягиваем. И теперь отрезаем там уголок. Ну и теперь можно собирать все на свои места. Проставочное колечко. Еще нам понадобится вот такая насадка. Это для пистолета, для герметика. Она очень четко подходит. Ну, отлично подходит сюда. Отцентровываем и затягиваем. Теперь осталось только испробовать. Пойдемте. Друзья, в этом году решено было утеплять цоколь дома.
В доме имеется подвал, и я не хочу, чтобы он промерзал. Конечно, долго думал и искал, чем лучше это сделать. В итоге было принято решение утепляться термопанелями бренда Marob. Тем самым я убиваю двух зайцев. Это отличное утепление и, конечно же, готовый идеальный внешний вид. Термопанели выполнены из пенополистирола Knauf. Толщина возможна от 20 до 100 мм. И декоративное покрытие выполнено из легких бетонов, окрашенных в мазь. То есть камень имеет однородный окрас. Благодаря этому компания дает длительную гарантию на материалы. Огромный плюс термопанели – это качественная теплоизоляция, даже панели 20 мм существенно снижают теплопотери дома. Панели имеют высокую шумоизоляцию, а также водонепроницаемость, что защитит ваш дом от попадания влаги. И при всем этом термопанели имеют небольшой вес, исключая дополнительное укрепление дома. Я для утепления выбрал панели толщиной 65 мм, где пенополистирол 50 мм и декоративный камень толщиной в 15 мм. Друзья, если у вас ровные стены и фундамент, монтаж панелей не требует особой подготовки поверхности. У меня, конечно, был сильно искривлен фундамент, и мне пришлось его исправлять. В некоторых местах сбивал бетон с последующей шлифовкой. И даже на двух углах пришлось поштукатурить. Хотелось максимально ровных стен. Монтаж панелей, конечно, буду выполнять собственными силами, так как для этого не надо иметь два высших образования. Нужны минимальные познания в строительстве. Ну а сегодняшнюю самоделку я, естественно, сделал для затирки. Затирка, конечно, специальная, для камня, цвет белый. Данную самоделку, конечно, я увидел на просторах интернета и решил попробовать и сделать для себя. Также показать вам. Раствор накладываю при помощи отрезанной бутылки. Теперь, благодаря скорости шуруповерта, можно легко регулировать глубину шва. Конечно, руку немножко нужно поднабить. Как показалось в процессе, мясорубка была немножко подразбита, и за счет этого ее немножко трясло. Но, повторюсь еще раз, главное набить руку. И все равно остатки швов нужно выровнять и убирать лишки. Друзья, также показываю, что при скорости шуруповерта можно легко регулировать ширину и высоту шва. Чем медленнее мы ведем и быстрее скорость шуруповерта, тем толще шов. Друзья, но от себя хочу сказать честно, не знаю, насколько это ускоряет работу процесса затирки, потому что столкнулся я с затиркой впервые в жизни своей. И не могу дать стопроцентной гарантии, что это гораздо быстрее. Но идея, как я понял, рабочая, нужно просто набить руку. Самое главное добиться правильной консистенции самой затирки. Друзья, показываю конечный результат. Панели выглядят таким вот образом. Смотрится все шикарно. Конечно, часть швов я делал при помощи кондитерского пакета. По итогу так и не понял, что быстрее. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот интересный ролик. Получилась рабочая самоделка. Конечно, надо к ней привыкнуть и научиться ей работать. Идея интересная и самое главное, что она рабочая. Вам огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх. И жду ваши комментарии у себя под роликом. Также хотел сказать, если вам понравились термопанели, их можно приобрести по ссылочке в описании, так еще и со скидкой в 5% по моему промокоду «Делай сам». Так что, кому интересно, можно перейти по ссылочкам и посмотреть. Ну а с вами на сегодня я прощаюсь. Вам желаю всем крепкого здоровья, любви, удачи. Ну и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.